Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня я вам предлагаю последний дизайн из эфира «Миллион роз». Почему последний? Потому что это любимые розочки из этого эфира, и в принципе остальные варианты я уже не думаю, что стоит вырезать их на отдельные мастер-классы, пускай они будут в эфире, если кому-то необходимо, вернетесь туда и пересмотрите. На самом деле эти розочки из этого эфира были моими любимыми, потому что они получились просто потрясающе красивыми. Ну и, собственно говоря, делаются эти розочки очень легко, очень быстро, очень просто. Получается эффект вот таких вот дымных акварельных роз. К сожалению, всю красоту этой розы не передает камера, но вживую они смотрятся просто потрясающе. Обязательно попробуйте сделать и покажите мне свои результаты. Итак, в чем же, собственно говоря, состоит фишка работы с этими розами? Мы работаем опять же по мокрому. У нас очень тоненько нанесена белая основа в мокром виде, мы ее не сушили. У нас 3 оттенка сиреневого цвета: светлый, средний и темный. Начинаем работать со светлого цвета. Набираем его на кисточку и вот такими вот размашистыми движениями начинаем накидывать круглую розочку. Вот какие разводы от кисточки у нас получаются, именно эти разводы и будут лепестками нашей будущей розы. Далее, ближе к центру, начинаем добавлять оттенок чуточку темнее. Опять же, делаем не только центр, но и слегка перемешиваем наш светлый оттенок с более темным. И в самый центр розы вставляем самый темный наш оттенок, затемняем серединку, получается, мы углубляем серединку нашей розы, добавляем туда тени, и у нас получается вот такая вот розочка, переходящая из яркого центра в дымные кончики. Еще раз напоминаю, все эти этапы мы делаем без просушки по мокрому. То есть мы кисточкой разжимаем материал так, чтобы у нас получились такие себе лепестки розочки. Посидите, попробуйте, это занимает ровно 2 секунды, у вас все получится, нужно просто понять, где и как на кисточку нажимать, чтобы получились вот именно вот такие вот отпечатки. Ну и после того, как наши розочки окончательно готовы, мы их просушиваем и начинаем добавлять всякие разные мелочушки, которые будут заполнять наш фон. В данном случае я решила сделать вот такие вот пыльные листики нашим розочкам. Опять же, слишком прорисовывать я их не стала, для того, чтобы они просто были как дополнение к нашей розе. Ну и, собственно говоря, на этом можно было остановиться. Это сам по себе уже готовый дизайн ногтей, поэтому можно на этом останавливаться. Но я решила сделать еще верхнюю прорисовочку. Я решила, что задним планом вот такие вот розы будут смотреться просто великолепно.
Хотя еще в процессе прямого эфира кто-то говорил, что я зря это делаю, зарисовываю вот такие вот красивые розочки, зачем я это решила. Но тем не менее, девчонки, это как вариант развития событий, да, то есть здесь вы можете остановиться на любом этапе, который вам нравится. Нравятся вам розочки, останавливайтесь. Хотите вы сделать более сложный дизайн, то добавляйте чего-то еще верхнего. В данном случае в качестве верхней прорисовочки я решила сделать вот такую себе вензельную конструкцию, украсить ее стразиками, и в принципе... На самом деле клиенты, которые видели этот дизайн, он им безумно понравился. Смотрится это все очень красиво. Розочки утонули под верхней прорисовочкой, они углубились, они стали глубоко внутри дизайна. Смотрится просто потрясающе. Но это на вкус и цвет фломастера разный, да? То есть если вам не нравится такой вариант развития событий, можете его не делать. Если вам нравится, делайте, пожалуйста. Но не стоит мне писать в комментариях о том, что верхняя прорисовка была лишняя, потому что лишняя она для вас, а для меня она самая то, что надо. Хотя нет, в комментариях вы, конечно же, можете писать все, что угодно. Это, конечно же, поднимает рейтинг моего видео на канале. Это, конечно же, поднимает рейтинг моего канала. Поэтому пишите в комментариях все, что вашей душеньке угодно. Но на комментарии по поводу того, что вот это было лишнее, я отвечать не буду.
Вот, собственно говоря, и все, наш дизайн ногтей на сегодня готов. Чистое время выполнения этого дизайна заняло буквально такие 10 минут. При этом, при всем, я перерисовывала еще несколько раз вот эту вензельную композицию, потому что с первого раза в прямом эфире она мне не понравилась. Я ее вытирала и переделывала. Ну, а мы с вами увидимся на канале в новых уроках. Всем до новых встреч, пока-пока!